Когда начинаешь гуглить информацию про эту страну в интернете, то натыкаешься на два противоположных мнения. Одни говорят, что это рай на земле, другие, что это страх, ужас и кошмар. Как же узнать, кто из них прав? Выход один – ехать смотреть, как там все происходит на самом деле. Привет, я Полина, мой проект Orange Travel. Сейчас 7 утра, и мы уезжаем в страну-загадку – Албанию. Stories told, whispers of a heart so bold. Albania, my eagle's embrace. Winds carry your eternal grace. Албания расположена на Балканском полуострове по соседству Черногории, Северной Македонии, Косово и Греции. В Албании более 300 километров побережья, и омывается она сразу двумя морями – Адриатическим на севере страны и Ионическим на юге. Еще недавно абсолютно закрытая страна сейчас развивается безумными темпами, особенно в сфере туризма. Мы поедем в Албанию из Болгарии. Маршрут будет проходить через Грецию и составит 8,5 часов пути до самого нового курорта Албании, расположенного в провинции Ксамиль. Далее мы планируем проехать через всю Албанию с юга на север и показать все самое интересное и необычное. Поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. Итак, спустя 8,5 часов мы наконец добрались до нашего апартамента в Ксамиле. И, честно говоря, за 37 евро за ночь тут вполне себе неплохо. Во-первых, тут есть вид на море. Во-вторых, до ближайшего пляжа всего 300 метров. Ну и сам апартамент, хоть и небольшой, но вполне неплохой. Сейчас я вам все покажу. Тут есть кондиционер, есть даже кроватка для спиногрыза, есть небольшая кухонька и, конечно, большая кровать. Удобная или нет, сейчас проверим. Ой, по-моему, вполне себе удобно. Кстати, для тех, кто переживал, что Албания – это мусульманская страна и здесь большие проблемы с алкоголем, вы сильно ошибались. Тирана. Албанское пиво. Кстати, Тирана – это столица Албании, кто не знал. Ну, за Албанию. За рекламу пива мне, конечно же, никто не платил, поэтому поддержите хотя бы лайком и подпиской. А я тем временем продолжу обзор пляжей Ксамиля. Итак, как известно многим, пляжи тут насыпные, из мраморной крошки, и поэтому очень красивые. А вода чистая, теплая и на свете солнца невероятно бирюзовая. They sing a melody, stories lost in the blue infinity. I'm chasing them, I'm chasing me. Oh, the sea carries my heart, carries me. Oh, the sea, endless and wild, sets me free. Как я уже говорила ранее, юг Албании омывается Ионическим морем, а Ксамиль – это самый что ни на есть юг Албании. И вода тут у всех курортов страны самая теплая, а в августе прогревается аж до 28 градусов. Инфраструктура пляжа современная, новая и стильная. Лежаки удобные и порой очень даже креативные. Не дешевые, от 15 до 40 евро, но зато пляжи тщательно убирают, и на каждом есть душ, туалет и пляжный бар. А то, что бесплатной зоны тут нет, по мне так даже лучше, по крайней мере, с эстетической точки зрения. В общем, все те, кто говорит, что пляжи Ксамиля – это разрекламированная фигня, на самом деле отстой, горите в аду. Друзья, я была на многих пляжах мира, и пляжи Ксамиля – это просто топчик.
А закат тут как будто создан для того, чтобы вы набрали максимальное количество лайков в ваших соцсетях. Помимо невероятных природных пейзажей, тут есть куча всяких рукотворных штук, залезть на которые и сфоткаться – просто святое дело. А вот что происходит в Ксамиле вечером. По-моему, достаточно весело. А это просто шок-контент. Тут можно арендовать катер на весь день. Катер Карл. Это же так классно. Погнали! Такая поездка обойдется всего в 120 евро. Причем наш маленький катер был рассчитан на 5 человек, но есть и катера побольше, на 10-12 человек. Заказать поездку можно в любой туристической палатке на пляже за день до 2 до выезда. Причем никакой лицензии или прав на управление судном не требуется. С собой можно взять еду, напитки и что душе угодно. Проходите небольшой инструктаж и катайтесь вокруг близлежащих островков в свое удовольствие. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю яхта, парус. В этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. С катера можно высаживаться на дикие и не очень пляжи, где можно позагорать или посидеть в пляжном кафе с высокими ценами. Рекомендую все же запастись провизией с собой, ибо на таких пляжах будет прямо дорого. Короче, если вы в Ксамиле, берите катер. Эти впечатления останутся у вас на всю жизнь. Не пожалеете. На этом Ксамилю мы говорим до свидания и отправляемся в нашу следующую локацию, во Влёру. А по дороге заедем в еще одно очень красивое и интересное место. Погнали! А место это называется Blue Eye, по-нашему голубой глаз. Это подводный источник, который превращается в невероятной красоты озера, которое переливается всеми оттенками бирюзового. Добраться сюда довольно легко на автомобиле, преодолев всего 30 километров и потратив около часа на езду по красивой дороге вдоль моря и гор. Также можно заказать автобусную экскурсию, которые продаются повсюду. От парковки до самого озера придется преодолеть еще 2 километра, поэтому если на улице очень жарко, рекомендую взять в аренду за 15 евро электробайк и доехать с ветерком. Это достаточно просто. Эту кристально чистую воду так и тянет пойти туда и искупаться, особенно в такую жару, как сейчас. Попробуем. Не-не-не, вода пипец холодная. Помимо озера, тут есть огромный природный парк, по которому можно гулять целый день. Но у нас, к сожалению, нет на это времени. Пора двигать дальше, во Влёру.
Дорога от Ксамиля до Влёры не из самых простых. В основном это серпантин с крутыми поворотами и очень узкими полосами. Так что за рулем не расслабишься. Расстояние всего 130 километров, но ехать придется более 2,5 часов. И это не потому, что я курица за рулем, а вот дорога просто такая, что не разгонишься. Но сложность маршрута компенсируется потрясающими горными и морскими пейзажами. Что еще хочется добавить про Албанию? Многие, я знаю, боятся сюда ехать, так как считают страну небезопасной. Удивительнее всего было услышать это от канадцев. Да, викинг уже не тот. Скажу сразу, самое страшное, что с нами случилось, произошло по вине матушки природы при участии нашей глупости. В Ксамиле мы остались без дрона, его смыло волной. Больше на протяжении всей поездки ничего опасного или угрожающего не встретилось. Итак, мы во Влёре, в нашем отеле за 45 евро за ночь. Почему я на полу? Потому что стул на балконе сломан, но в целом все остальное достаточно неплохо. Номер в отеле достаточно большой, ремонт свеженький, все на уровне, я считаю, за 45 евро так уж точно. И персонал здесь такой вежливый, что, честно говоря, становится неудобно. Во Влёру мы добрались уже ближе к вечеру, поэтому пошли не на пляж, а, конечно же, первым делом поужинать. И, как видите, с этим проблем у Влёры точно нет. Набережная города имеет длину 5 километров, и вдоль всех этих 5 километров идут ресторанчики, кафешки и бары. Что я могу сказать про албанскую кухню? Ничего я не могу сказать про албанскую кухню, потому что в турзоне кухня тут ориентирована под желудок среднеевропейского туриста. Например, вот эта лазанья, разве что выглядит она как-то немного иначе. Но что хорошо, тут очень много свежего сифуда. И птички есть. Сифуда тут действительно много. Практически в каждом ресторане можно заказать креветки, рыбу, мидии и другие дары моря. Особенно рекомендую попробовать креветки скампи. Выглядят они как обычные креветки, но с клешнями, а по вкусу как лобстер. Но во Влёре очень здорово гулять по набережной на закате. Справа, наверное, предполагался парк, но деревья почему-то не выросли. А больше всего мне понравились лавочки, такие очень, скажем так, суровые. Они, кстати, такие не только во Влёре, но и во всей Албании. Наверное, культурная особенность, не знаю, чтобы не рассиживались. Если знаете, пишите в комментариях. Чуть дальше от парка с ромбиками находится парк с кружками. Не знаю, что этим хотел сказать автор, но на один из этих кружков можно залезть и полюбоваться на закат с высоты. Ну а краны, что краны, строят что-то, любуйтесь закатом, блин. Ночная жизнь тут тоже присутствует, но больше ориентирована на любителей почилить, нежели поплясать. Тут есть несколько пляжных баров, оформленных ярко и красиво, и в каждом из них трудится диджей. Итак, после не очень бурной ночи мы наконец-то на пляжу, что радует. Пляж песчаный, лежаки всего за 5 евро. Сам пляж бесплатный. Открывается красивый вид на горы. В общем, сидеть, слегка прибухивать и любоваться – одно удовольствие. Друзья, а теперь немного правды про Влёру. Честно говоря, не очень. Море мутное, какой-то пляж грязноватый. Не знаю, хорошо, наверное, только детям, но так, если вы захотите поплавать или банально пописать, то идти придется полкилометра по воде.
А идти придется, потому что туалетов на пляже нету, к сожалению. Но, несмотря на некоторые минусы, опытный турист, я уверена, все равно найдет себе развлечение. Можно, например, поприкалываться над мороженщиком, хотя, судя по его реакции, прикол это для него уже не нов. Так, а теперь говори. До свидания, Блёра, мы едем в Дурас. Говори. Давай. Мы едем в Дурас. Дорога от Влёры до Дюраса проходит по скоростному шоссе и занимает не более 1,5 часов. Приехали мы в Дурас, точнее не в Дурас, а под Дурас или при Дурас, одинаково волшебно звучит. В общем, городок под названием Галем. Тут у нас отель чуть подороже, он стоит уже 60 евро за ночь, но зато можно сидеть на стуле на балконе, что уже немаловажно. Сейчас покажу номер. Номер свежеотремонтированный, достаточно стильненький. И есть телевизор с ютубами, можно смотреть ютубы. Море здесь уже Адриатическое, причем самое холодное во всей Албании. Летом это, конечно, не критично, но если захотите поехать, например, в мае, имейте это в виду. Еще один большой плюс нашего отеля – собственный пляж. Здесь у тебя будет свой грибок, туалет, чистый песочек и рядом куча водных развлечений. Зачет. Пляж тут прямо-таки огромный, поэтому война за лежак вряд ли может случиться, даже если придете после 7 утра. Рядом с пляжной зоной есть куча кафешек с очень приятными ценами. Кстати, местная валюта называется лек, и 100 лек равно 1 евро. Очень просто считать. К примеру, большая порция мидий обойдется в 500 лек, а это всего 5 евро. Не могу сказать, что окрестности Дураса богаты на достопримечательности, но все же они и есть. Например, вот такая штука под названием «Метеор». Не символизирует ничего, просто современное искусство. А еще Албания славится безумным количеством бункеров, которые можно здесь встретить практически на каждом шагу. Вот я сейчас стою на пляже, и тут бункер. Dusty skies where silence fell. Все дело в том, что во время Холодной войны с 1975 по 1989 год в Албании было построено более 500 тысяч бункеров, большинство из которых достояли до наших дней и стали молчаливым напоминанием о той непростой для Албании эпохе под правлением диктатора Энвера Хаджи, который готовился к войне со всем миром. Но, к счастью, на Албанию никто так и не напал, а местные жители не растерялись и адаптировали бункеры по правильному назначению. По-моему, так гораздо лучше. Теперь в бункерах располагаются исключительно бары, музеи и рестораны. Кстати, о ресторанах. Хотите поужинать или, как в моем случае, выпить недешево, но зато очень красиво, то недалеко от Дураса есть ресторанчик прямо на воде. Рекомендую приходить на закате. Sky melts red to gold. Colors spill like secrets told. Fingers brush, hearts unfold.
breath catches slow. В Дуррес мы приехали уже вечером, потому что днем было пипец как жарко. И, если честно, это такой большой, очень современный город, по которому интересно погулять. Поэтому пойдем гулять. Whispers, love knows. Under the sunset glow, waves hum their lullaby. Дюррес – чистый, уютный и очень ухоженный город, где мирно уживаются современные здания и исторические памятники. Тут не отказываются от продвинутых технологий, но и чтут народную культуру. И как бальзам на мою уставшую душу, тут есть настоящий Ариш-бар. И мой любимый Гиннес. И орешки даже дали. Мое видео про Албанию было бы неполным, если бы мы показали вам просто пляжи, но не показали это. Конечно же, я имею в виду горы Албании. Прямо сейчас мы отправляемся в самый большой национальный парк Албании – Тети. Здесь мы будем отдыхать от палящего солнца и жары. И даже переночуем в горном отеле. От Дурреса до Тети 180 километров, но для нас эта дорога оказалась самой трудной и заняла в общей сложности около 4 часов. Причина в том, что ширины этой дороги хватает только на одну машину, но движение тут в обе стороны, поэтому каждый раз, чтобы разъехаться, нужно остановиться практически полностью. Ситуация усугубляется и без того опасными серпантинами. Поэтому, если захотите поехать в Тети, будьте готовы к такому приключению. Однако, глядя на всю эту красоту, понимаешь, что это определенно того стоит. А вот, собственно, то, ради чего мы 3 часа тошнили по серпантинам. Наш отель в горах национального парка Тети. По-моему, бомбично. Between the earth and the in-between, crimson skies where the echoes play, leading me, pulling me away. Рядом с отелем находится куча пешеходных маршрутов разной сложности, куда можно отправиться на прогулку и насладиться потрясающими пейзажами и чистым горным воздухом. Кстати, прямо за этими горами находится Черногория. При желании можно перелезть, но я думаю, не в этот раз. А ужин с таким красивым видом определенно заслуживает того, чтобы жить и, конечно же, путешествовать. И, наконец-то нам дали попробовать блюда традиционной албанской кухни. Нет, это не все, просто их приносят по мере поедания. И, сказать честно, сделать европейскую кухню в турзоне было правильным решением. Не хочу никого обидеть, но албанская кухня для европейца так же хороша, как я играю в гольф.
На этом мы прощаемся с солнечной Албанией. Хотя нет, почему прощаемся? Мы говорим «до свидания, солнечная Албания», потому что эта восходящая звезда туризма останавливаться не собирается. И мы обязательно вернемся сюда еще раз и еще раз. Would you like to say some words for my auditory? Thanks for coming in Albania. Thanks for coming in. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Уезжая из Албании, ты думаешь только о том, что обязательно вернешься сюда еще раз. Хотя бы ради того, чтобы увидеть то, что не успел посмотреть и исследовать. Например, поплавать на лодке по этому потрясающе красивому каньону, очень похожему на каньон Матка в Северной Македонии. Но что больше всего мне понравилось в Албании, так это люди. Албанцы вежливые, гостеприимные и улыбчивые. В любом месте все свободно говорят по-английски, а сервис достойный и ненавязчивый. Тут понимаешь, что тебе действительно рады. Подписывайтесь на канал, следующее видео будет еще интереснее. Увидимся!